Ребята, всем привет! Доброе всем утро! У кого обед? Добрый день, у кого вечер? Добрый вечер! Девчонки, мальчишки, у нас сегодня пасмурно, как бы настроение не солнечное, но позитивное. Показываю вам красавца пиратика. Пират Пикот. Вот остался последний бутончик, он расщелкнулся. Вот такая в этом сезоне веточка. Видите, как он в этом году примерно себя ведет. Цветочки все аккуратненько развернуты в сторону источника света. В прошлом году на какой-то из палок или на этой был вот такой вот длиннющий цветонос, уходящий на 1,5 метра в сторону. Это мне не очень нравилось. Но я не осталась без такой удочки. Вы знаете, что у меня здесь удочка вот на этой беленькой. Кстати, девочки, гляньте. Я ее таки развернула в комнату. Сделала вот так. И вот эта удочка, я ее как положила сюда сверху, так она и лежит. Я переживаю, плохо видно, потому что, видите, в Одессе очень пасмурно. Вчера солнце, а сегодня прям висит небо над головой. Ну, в общем, видите, вы любите эту красотку, я ее тоже обожаю. Там девчонки мне писали разные варианты, кто она такая. Ну, я что-то ее снежинкой называю. Может, это не Snowflakes, а может, и она, ну, похожа. Ай, девочки, плохо видно, потому что съемка против света. Ну, в общем, я решила ее развернуть вот так. И чтобы, когда заходишь в комнату, чтобы не ее затылок видеть, а чтобы видеть ее фасад. В общем, такая классная, классная, классная. Всем приветик. Красавчик Magic Art начал сегодня. Я увидела, что вот, ой, первый цветочек уже того, хотя еще не распущен последний бутон. Ну, не потянул, не потянул. Так, здесь также цветет и доращивает наш красавец веточку. Я даже не видела, что он доращивает, пенивчик. Ну, какой молодец, как он старается. Недавно их поливала, они все мокрые. И вот жду этот тетраспис. Господи, наконец-то появились бутончики. Наконец-то. Так, девочки, чего я здесь? Я вот тут вот приготовила все. Сейчас вам покажу, что приготовила. И вот хочу сегодня пересадить вот эту красоту. Это красивая орхидея. На Монро похоже. Ну, не знаю, она классная. Найду фотографию, вам вставлю, как она цвела. Надеюсь, что я не удалила. Недавно чистила там память. Я как чищу память, у меня вечно все улетает. Так, и покажу вам сегодняшнюю находку на полке. Но я так и знала, что так и будет. Это пилор, какой-то там Black Prince, по-моему. Ну, это от Sony в 23-м году приехавшая орхидея сюрпризик. Один раз расцвела, я увидела, кто это. Она вообще не растет, не развивается. И она из центра в этом сезоне выдала вот такое вот. Дала 2 цветоноса. Были вот такие, знаете, масюпусенькие, вообще, девочки, вот с ноготочек, масюпусенькие цветочки, пилоричные, все. Но я срезала эти цветоносы, потому что увидела, ну куда ей цвести. Я вроде как срезала, она вот эти листики все начала желтеть. Видите, как она желтит? От основания. То есть я совсем не надеюсь, что... Хотя вот корни от основания, видите, они нормальные. Видите? Вот обычно, если там проблема в шее, часто бывает, что корень тоже усушенный. Здесь корни нормальные, а листья желтит от основания. Не знаю, может, она силы забирает, может, что-то выдаст. Можно, кстати, этот листочек сейчас снять. Вот вечная история. Начинаешь осматривать полки, и вот что-нибудь этакое и увидишь. Когда не увидишь, аж прям порадуешься. Думаешь, фух, слава богу. Все в норме. Так, надо еще разделить. Все в норме, все в порядке. Но бывает и такое. Иная бывает.
Что такое не хочет? Еще плотно сидит. Сейчас я его так вот подрежу или еще распустить. Надо, в общем-то, листик вот так распускать, распускать, пока он не снимется сам. Надеюсь, что я его не травмировала. Чешуйку. Он корешками держится, хорошо там сидит. Ну, сказать, что у него там вау корневая, это вообще обмануть. Корни есть, но они сейчас не в росте. Вообще, девочки, какая-то она дохлая. Вот этот лист пока не буду трогать. Не знаю, буду наблюдать. Что тут наблюдать, я не знаю. Мне такое ощущение, что претендент на мусорку уже. Тоже нечего. Сейчас я обрежу вот эти торчащие цветоносы сухие. Ну, это, конечно, если чтобы с этого что-то было, не знаю. Я его фунгицидила не один раз вместе со всеми, как бы, ну не знаю. По-моему, есть активный рост. Нет. Может, ему посадка не нравится, может, он что-то другое любит, может, не нравится двойной горшок. Можно попробовать его в пеларгон посадить, чтобы он корней нарастил. Даже не знаю, влажно, может, ему сильно. Непонятно. У меня была мысль его в пеларгон пересадить. А потом думаю, ну вроде тут у него ни маночки, ничего. Хороший состав, кора, мох, серамис. Там даже вижу крупные куски коры есть. И, ну не знаю, что-то он не жилец, так мне кажется. Ну вот мне, по крайней мере, так показалось, что он не жилец. Так, девочки, у меня сегодня здесь на полу 32% влажности и 24 градуса. Ну, как-то так. Отопление еще работает. Кстати, вот моя детка. Помните, моя такая Golden Beauty? Вот цвела обалдеть, как года 2 назад. И она развалилась. И вот одна детка пропала у меня. Я что-то там ее пыталась и в открытой системе. И, в общем, я ее рано сняла. Вот предыдущую детку рано сняла. Вот с этого же пенька. Вот это пенек мамки. Здесь была детка. Я ее рано сняла, у нее были... Я подумала, что корни уже хорошие. Оказалось, что корней там было мало. Они вот были вот примерно вот такого же... Ну, была вот такая большая... Вот именно этот сорт вот большую детку дает, а корни, листья крупные, а корней мало. А я уже поспешила, думаю, ой, она такая большая, я ее срезала. И оказалось, то количество корней оказалось мало. И все. И она потеряла тургор. Мы с вами листья обрезали, мы с ней возились. Короче, выкинула я ее. Она у меня в пеларгоне дошла. Ну, она бы как бы другие нормально, а ей не понравилось. В общем, она у меня погибла. Я уже так зажмурилась, говорю, все, не занимаем место. И вот мамкин лист, вижу, желтеет. Старый, вот еще мамкины листы. Вот 2. И вот этот. То есть еще есть чем питаться. А эту я не трогаю. Я эту сказала, все, по опыту предыдущей, ты сидишь на мамке, вот тут растешь. Да, там не шибко красиво. Корней полный горшок мамкиных. В общем, пока ничего не трогаю. Со временем будет посмотреть. Так она дала в это свое первое цветение, дала вот так вот цветоносик. И вот бутончики классные. А, еще хочу вам показать. Мои морковки похудали. Ничего не могу скрывать. Морковки похудали, очень похудали. Но растут новые росты. Я же вот это знаю, что поливать надо только когда увидите прям чуть ли не снизу горшка корни от новой бульбы, да. Но я смотрю, что старые бульбы худеют. Там вон корешки, видите, вон они новенькие, красивые. В общем, я все равно вот в этот корыца чуть-чуть водички иногда подливаю с удобрением. Ну, чтобы они совсем... Потому что вот если взять эту, дитё растет вот такое классное. Показываю вам прям макросъемку. А эти были налитые красивые бульбы. И когда я не поливала, они вообще усохли в ноль. Видите? Но пока корней не вижу. Но еще там влажненько. Еще пару дней потерпит. Потом я прям сюда вот в поддончик залью водичку. И оно там, я специально где-то подсмотрела, что нижний слой, по-моему, у Людмилы из Австралии. По-моему, она показывает, что она вниз ложит мох, в самый низ.
а потом кора идет у нее. Я тоже так сделала. И получается, я вниз наливаю водички чуть-чуть, мох подтягивает, и корни чувствуют, что там внизу влага, и они бегут туда. Но я их пока не вижу, конечно, но должны бежать. Морковка. Там у меня еще третья на кухне. Она там тоже, она даже не сбросила 2 листа на зиму, и появился новый рост. Я ее как бы всю зиму поливала. Так, отвлеклась. Так, насчет пересадочки. Так, пиратики. Ну, да, красиво, девочки, да? Класс. Я вам дарю этот букет от чистого сердца. Красота. Стоп. Стоп. Я в Фейсбуке показала вам вчера, кто видел. Вы же все любите Патрика. Смотрите, какой клевый. Просто вау. Гляньте на этот тюльпанчик. Я знаю, что вы все про него мне напишите. А смотрите, первый цветочек, который раскрылся, он уже не такой привлекательный. Девчонки, гляньте. Видите, он как выцветает. Да, Патрик выцветает. А те, которые последние цветочки, они, конечно, вообще. Я вчера его фоткала, он на солнышке прям вообще такой был красивый. Видео снимала, не фоткала. Прям вообще. Вот это мне нравится, то, что у него вот это вот оранжевое. Так, все, идем пересаживать. Хватит уже тут ерундой заниматься. Так, что я тут взяла для пересадки? Так, это я убираю, я все буду думать, что с ней делать. Так, здесь у меня кора. Кора. Голтованные не очень. Вот такой маленький кусочек небольшой коковолокна и мох я взяла, но не из холодильника, а с балкона, тот, который у меня сохранился на 3 балла. Так, вот оно, это 9 горшок. И что самое интересное, мы же пытались понять, кто это, и гляньте, как они пропечатали. Вообще непонятно, они там что-то у них не получилось напечатать. Значит, здесь, в принципе, корневой рост начался с этой стороны и с этой стороны. Видите? Я себе подумала. Она, кстати, не полита. Мы сейчас ее обомнем. Я подумала себе... О, что пристало? Здесь вроде... Ага, тут один вот корешок вылез. Вижу, вылез один корешок. Вот он и не дает. Все, мы его чикнули, и все, и дело пошло. Ага, что мы тут имеем? А мы имеем здесь рост корней. Боже, нелюбимый торфяной. Вот этот такой мелкий грунтик можно будет потом, я буду со временем пересаживать свои эти... Горшок хороший, тоже помою. Буду пересаживать свои бульбовые. Вот это вот очень хорошо им пригодится. Так, сейчас отряхнем. Водоросли здесь выросли. Или там мох они добавили. Вообще усохшие корни. Так, что корней тут вообще не совсем немного. И вот такой торфяной стаканчик. Надо срочно нарастить хорошие корни до следующего сезона. Снимаем торфяной стаканчик. Да, девочки, я вижу, что она усохшая у меня. Я-то думала, что она... Надо было немножко помочить. Ладно уже, отделю. Он как бы торфяной стакан, он не сухой. Если бы он был сухой, я бы вообще его даже не размяла. Так, посмотрим, что здесь с корнями. Кого тут обрезать можно, кого нужно, кого не нужно. Вот хороший корень раскукленный, новый. Вот этот листик можно снять, он здесь не нужен. Короче, девочки, у нас у всех вот этот можно снять, нижний, самый нижний. А, хотя тут можно повредить растущий корень. Сейчас, девчонки. У нас у всех начались уже, я вижу, пересадки потихонечку, помалу. Орхидеи, которые тронулись в рост, которые отцвели. Это давно отцвела. Вот этот ее цветонос. А, этот цветонос не у меня цвел. Это видно у садовника. Она такая маленькая, а уже так, вижу,
цвела. Вот это второй цветонос, вот этот вот, на котором она у меня цвела. Я его обрезала до спящей почки. Ну, не знаю. Так, а что вот это за корень? Он сухой или он там с ростом? Не, вот он немножко усохший, а потом он прям такой активный. Видите? Надо все просмотреть. Так, что здесь? Они все, на первый взгляд, сухие, а на самом деле они все, кроме вот этого вот верхнего, который снаружи был, вверх горшка. Не, ну они тоже, в принципе. Их тоже можно опустить вниз. Вот здесь только я обрежу. Вы знаете, тут даже, в принципе, все корни живые, но немножко подсохшие. В принципе, нормально. Вот здесь прям сухой идет, а потом начинается хороший виломен. Но она, конечно, маленькая. Ну, в общем-то, я, получается, 2 листика сняла у этой красоты. Так, не смешивать. Сейчас я сюда положу вот это, то, что выкинуть. А тот, который неплохой грунт, я его... У меня там уже, кстати, такого неплохого грунта насобиралось очень много. Может, малыши. Вот, кстати, вот в этот... Хотя, говорят, нельзя кипятить, нельзя ничего с ним делать, чтобы не убивать микрофлору. Можно в фунгициде замачивать. Да, можно замачивать в фунгициде. Убрать здесь вот всякие излишества. Это, наверное, такая мелкая орхиатка. Да, девочки, она тоже не так ее раздобыть легко. Не, ну она есть, но вот это вот прям для малышей хорошо. Ему, кстати, тоже было тут неплохо. Я посажу ее в этот горшочек, в закрытую систему, потому что я заметила, что она очень быстро пересыхает и любит попить. Я просто сейчас ее вот так вот сразу здесь сбоку положу вот так вот коковолокно, чтобы ей было корешкам дышать. Посмотрим. Я, кстати, заметила, что бывает, что в сторону коковолокна охотно растут корни. Видно, чувствуют, что там аэрация. Так, вниз кусочки положим покрупнее, как это мы обычно делаем. Покрупнее. В самый низ волокно не будем ложить, потому что девочки правильно заметили, что в самом низу, там где вода скапливается, коковолокно закисает. Есть такой нюанс. Есть такой нюанс. Так, девочки, как ваше настроение? Что у вас новенького? Какие ваши итоги этого сезона цветения? В ком разочаровались? От кого что ожидали? Ну вот это лето, которое было, конечно, мы не ожидали, что оно будет такое спекотное. И поэтому, я думаю, цветение большинство орхидей не показали свой вау-эффект из-за того, что пережили орхидеи, истощились, мне кажется, в такое жаркое лето, просто истощение у них. Так, не забыть про мох. Вот мох. Тут есть еще живые шапочки. Я очень надеюсь, что все-таки во влажной посадочке, так, подальше от шеи мох, что, в общем-то, они прорастут, эти шапочки. Тут опад, все как мы любим. Иголочки. HB101. Ну, я так и слышала, девочки, я не знаю, где-то рассказывали в каком-то из видео у кого-то обучающих. У нас же с вами любительские видео, а есть обучающие, там, где люди серьезные, они подходят с научной точки зрения, ботаники, биологи. Ну, в общем, HB101, NV101 называется, HB, мне кажется, правильно. Он, получается, делается из
всяких иголочек из хвои, короче. Из разных видов хвои. Да, что я там напихала. И это очень хорошо по составу для растений. Не только для орхидей, вообще для растений. Есть, знаю, девчата, которые сами делают такие составы. Так что, девочки, кто делает, поделитесь рецептиком в комментариях. Где-то я встречала рецепт у кого-то на канале. Ну, собирать негде. Надо, у кого леса рядом, да, вот эти сосновые, там где елки разные, там можжевельники. Вот у кого это все растет недалеко от дома, все могут попробовать сделать самостоятельно. HB101. Ну, как-то так. Тут дальше много получилось коры. Не коры, а мха, чем коры. Так, сейчас повыбираю кусочки получше, помельче. Надо мне идти, там у меня, девочки, в кладовке целый мешок с корой сготованный. Осенью вам показывала, покупала. Я его начала, конечно, но еще... Можно сказать, что не начала. Там дарила девочке знакомой, отсыпала. Она довольная. Не знаю, только надо спросить, как там орхидеи. Пересадила она их, не пересадила, или ждет еще весны в эту смесь. Так, ну я надеюсь, что ей понравится. Я прям сегодня, через часика-два, замочу. Ну, часика-два дам для чего? Для того, чтобы она немножечко раночки, где какие я сделала своими неаккуратными движениями, чтобы они немножечко поджили за пару часов. Так, что я тут уже выбираю самое такое. Сверху сейчас тоже мха положу. Главное, чтобы орхидеи... А видите, вот какой вот корешок, такой прям беленький-беленький. Видимо, там где-то в самом грунте рос и не хватало ему света. Такой интересный. Эти такие новые, более темный, а этот прям светлый-светлый, прям как альбинос. Так, ну я думаю, что так будет неплохо. И сверху мох положу. Сегодня полью заливом через пару часов, ну в обед, наверное. А уже следующие разы просто буду доливом. Чуть-чуть долила, сантиметра 2 оставила, как я делаю для остальных. Даже можно в одну точку, чтобы вот, и чтоб мох подымал наверх это все. Вот так. Гнездышко делаем. Для любимой орхидеи делаем любовное гнездышко. Такая красота. Девочки, спасибо за комментарии. Джулька вам понравилась. Мы с вами ее полили. Все нормально. Сейчас мы ее посмотрим. Ну, что там оно? Прошло сколько? После полива прошли сутки. Не, еще не прошли. Ну, почти сутки пошли. Сейчас посмотрим. Потому что я ее заливала. И потом через минут 20 или 30 я ее вылила, Джульку. Сейчас посмотрим, что там она. Она тут у меня стоит, далеко идти не надо. Так, красота. Ну, вот так будет. Корешки у нее пока тоненькие, но вижу, что она сверху растет уже такие более полноценные корни. Так, идемте за Джулей. Она красота. Там девочки пишут мне, что не цветет. Девочки, это да, она у меня тоже уже, наверное... Я вот сегодня пыталась вспомнить, сколько она у меня лет. Ну так, до войны, война 3 года назад, ну лет 5 ей, наверное. Ой, сейчас главное не грохнуть эту вазу. Сейчас, девочки. Ой, твою масло. Так, смотрите, корни. Там я немножко воды оставляла. Так, сейчас на свет. И она подтянула корнями. Корни прям все хорошо, веломен прям влажный, зеленый. О, вот так она выглядит. Цветочки пока за 2 дня, за 3. Ну вот этот, мне кажется, сбросит. Какой-то он такой.
Эти нормальные. Ну, им уже и пора, пришло время. Они уже как бы... Тургор хороший. Ну, в общем-то, нормально. Пока что тьфу-тьфу, полет нормальный. Так, корни закуклила или нет? Нет, вроде как. Не, корни все нормально. А эти кончики активные. Ну, в общем-то, видите как. Я вот так, вы помните, в предыдущее видео, кто не видел, посмотрите пересадку Джули. Вот до сюда налила и постояла 20 минут, потому что я кору не разрабатывала. Девчата правильно делают, они там замачивают кору на 2-3 дня, там, ну, кто-то на ночь в разных фунгицидных добавках. Девочки, я нет. Я вот залью, 20 минут постоит, следующий полив доливом, она постепенно разработается. Я вижу, что корни влажные, поэтому... Вон там корешок тоже такой прикольный. Так что Джулька еще так. В общем, девочки, да, она у меня взрослая. А, пенек давайте посмотрим. Это ж мы ее, раз кто не смотрел, мы ее омолаживали, мы говорим, разделяли, разрезали пополам. Операция «И». Вот это низ. Он тоже мокренький, я его полила. Он тоже мокренький. От этого низа, он такой желтоватый. Вот это ж, представляете, вот этим листьям уже 4-5 лет, если не 6. Вот. И она, когда уже, у нее здесь, вот у нее цветонос, первый самый цветонос. Вот тогда, когда-то давно она его дала, на заре своей юности. Вот он еще сохранился. И потом, когда она уже вырастила вот такую шею, она уже позже, уже когда, представляете, сколько, вот она несколько лет не цвела, года 3 может, она давала ярусы. Ну, учитывая, что 2-3 листа в год, вот она, вот цветонос один, а не, вот еще цветонос. В общем, она где-то 2 или 3 года филонила. Филонила, я психовала, но потом она начала давать цветонос и начала цвести. Вот так вот. И цветоносы вы не срезайте. Если он не засох самостоятельно, вы не срезайте, потому что на этих цветоносах продолжение следует. Но если она засушила сама, тогда обрезайте. Зачем вам сухой цвет? Вот видите, сколько лет этому цветоносу, он до сих пор не сухой. Здесь что-то он попытался, но не получилось. Ну ладно. Я почему оставила, думаю, ну вдруг здесь детку сообразит. Иди знай. Иди знай, иди знай. В общем, такая вот красота. И она так и должна цветить. Раз она не дает каскады, она дает по 2, 3, 4 цветочка на одном тонком цветоносе. Вы заметили, и тонкие цветоносы, и тонкие корешки, то эффект вау-цветения наступает, когда много цветоносов. Ну так я поняла. Ну да, прикольная такая. Прикольная. Девочки, давно видели Джулию в продаже? Что-то я давно ее не встречала. Так, ну в общем, мы с вами сегодня поработали. Мы такие молодцы, такие молодцы. Девочки, выложу где-то после 6 видео. Вы все с работы придете, уже покушаете, сядете отдыхать. А я сяду поработать. Выложу видео вам, чтобы вам было не скучно. Так, в общем, поставлю сейчас себе перед носом, чтобы не забыть залить. Потому что у меня как-то было, что я пересадила орхидею, поставила на полочку. Думаю, так, завтра утром полью, и все. Ну, она не пропала, но просто я потом ее в себя приводила долго, потому что я ее как пересушила. Была сухая кора, и я ее дня 3 не поливала. Ну, ничего, она нормальная. Даже не помню, кто из них, но какая-то. Так, поднимаю наверх голову и вижу эту красоту. Неимоверную. Как мы любим, когда вот так все, вот так красиво. Просто замечательно. Перевожу камеру, переставила красавца сюда. Видите, любимка мой, биглип. Ну, нормально. И, кстати, знаете, вот вам сейчас напоследок для хорошего настроения покажу эту красоту. Ой, сейчас, девочки, встану. Вот тетраспис мой, специоза, но оно и есть тетраспис. Смотрите, в этот раз, вот она постоянно ж цветет. Вот у нее этот один цветонос,
По-моему, где-то там еще один она давала, нет? Да, она дала еще один цветонос. Видите, вот, блин, тоже столько лет уже. Был все время один цветонос, и она вот по чуть-чуть в момент цветения, в период цветения, 2-3 цветочка, 2-3 цветочка. И вот так вот продолжать. Получается вот такой цветонос елочка. И вот смотрите, какой он прикольный дает интересный цветочек. Это, ну, вообще специоза, ну, можно сказать, что это тетраспис, специоза, одно и то же, плюс-минус, с ягодным вкусным ароматом. И каждый цветок определенного расцветки определенной. Смотрите, здесь, я не пойму, кто здесь, петалия, сепалия, беленькие. А здесь только одна сепалия беленькая. И вот еще третий бутон. Я понять не могу. Мне кажется, я понимаю, он будет весь фиолетовый. Ну, не прикольно. Кофеек мой, тетраспис кофе, отцвел. Он стоит просто с голыми ветками. Клевый. Ну, а этот сюда развернула, потому что, чтобы его видеть. Ну, он, смотрите, как отцветает. Это жарко, отопление. Первые цветочки. Цвет вообще вот так скинули. Кстати, вот у хоткиса такого нет. Сейчас покажу хоткис. Никогда не думала, что этот так выгорает. Вот последние цветы такие красивые, прям кожаные, яркие. А вот первые вот такие уже прям, видите, вообще безжизненные. А показываю вам хоткиса. Помните, как он у нас слетел? Он пока молодцом. Ну, он сейчас, конечно, будет доращивать. В общем, красавчик. Так, бургунди. Вы все сказали, что красота, бабочка. Так, открыла красотка тоже. Простушка, ну классная. Подарочек мой из храма. Розовая красотка. Так, пилор Вудукейшн. Вы все знаете, кто у меня здесь растет. Это у меня Юкидан. Так, этого я вам красавца показала. Он молодец. Тоже такой крупненький. Но Вулукейшн, не Вуду, а Вулукейшн покрупнее. Так, и в принципе доцветают тут Pink Galaxy. Открыла вот еще бутончики. Красиво. Сейчас я вам поближе покажу. В общем, девочки, вот такие вот незатейливые, красивые мелкоцветы тоже радуют. Так что всем спасибо, что все забежали на огонек. И вместе со мной мне было не скучно пересаживать орхидейки. Всем пока-пока.